Друзья, приветствую вас! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Уже 4-й день в Ростовской области бушуют масштабные пожары, уничтожающие пшеничные поля в районе между городами Шахты и Ростов-на-Дону. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил около 100 гектаров полей, включая пшеничные угодья и стерню. Пламя угрожает жилым домам, дачным участкам и даже Новошахтинскому заводу нефтепродуктов, вызывая панику среди местных жителей. Это уже второй на неделе крупный лесной пожар в Ростовской области. Напомним, что ранее почти сутки сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Каменском районе. Его площадь составила 427 гектаров. Угроза новых возгораний сохраняется из-за аномальной жары, достигающей плюс 42 градуса по Цельсию и сильного ветра. Штормовое предупреждение, объявленное в регионе, только усугубляет ситуацию. Местные жители сообщают, что видимость на дорогах практически нулевая, а запах гари ощущается даже в отдаленных районах. На борьбу с пожарами брошены силы МЧС, а также к тушению присоединяются местные жители и фермеры. Трактористы подвозят воду к полям, помогая спасателям сдерживать огонь. МЧС рассматривает две основные версии возгораний: неосторожное обращение с огнем и поджог. Точная причина пока не установлена. Ураган, сопровождавшийся сильными осадками и порывистым ветром, обрушился на Донецк в воскресенье и оставил без электроснабжения жителей Ворошиловского, Киевского, Пролетарского, Ленинского и Куйбышевского районов. Повреждения линий электропередач и подстанций стали основной причиной массовых отключений. Жители сообщают о поваленных деревьях, сорванных крышах и других разрушениях, вызванных стихией. Сообщения о перебоях с электричеством начали поступать с вечера воскресенья, и на утро 14 июля многие районы остаются без света. Местные власти и аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения. На данный момент точные сроки полного устранения последствий не названы, но работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики сообщают, что ураган повредил высоковольтные линии и подстанции, что усложняет ремонтные работы в условиях продолжающейся непогоды. «12 июля Харьков и Харьковская область пережили сильнейшую бурю, которая сопровождалась обильными осадками, ураганным ветром со скоростью до 20 метров в секунду и молниями. Буря вызвала значительные перебои в электроснабжении, затронув около 30 тысяч абонентов в Харьковской области. Отключения зафиксированы в центральных районах Харькова, а также в таких населенных пунктах, как Балаклея, Борщевка и Вербовка. Как утверждают СМИ, молния ударила в одну из подстанций, что усугубило ситуацию. Кроме того, отключения электричества затронули насосные станции, что привело к снижению давления воды в нескольких районах Харькова. К сожалению, буря привела к одному смертельному случаю. Еще несколько человек получили травмы из-за падения деревьев и сорванных крыш зданий. В Слободском районе сильные порывы ветра опрокинули башенный кран, в Харьковском районе дерево упало на электричку. К счастью, эти инциденты обошлись без пострадавших. Из-за сильных осадков на некоторых улицах возникли подтопления. К ликвидации последствий бури привлекли более 170 спасателей и 38 единиц техники. Энергетики Харьков-Обленерго работают круглосуточно, но сложные погодные условия і масштаб повреждений замедляют процесс восстановления. Це, друзі, наслідки вчорашнього урагану в Центральному парку. Десятки повалених дерев, величезних дубів, липи, клена, все це завалено, поламане буревієм. Зараз будемо все це прибирати. Ну, негода, що тут скажеш? Небольшой пассажирский самолет Beech B-200 Super King Air потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Саутенд в графстве Эссекс на юго-востоке Англии в воскресенье, 13 июля, около 16 часов по местному времени.
Воздушное судно направлялось в Лилистад, Нидерланды. Авария привела к масштабному пожару и временному закрытию аэропорта, вызвав серьезные перебои в авиасообщении. Самолет принадлежал нидерландской компании Zoish Aviation, базирующейся в аэропорту Лилистада. Компания специализируется на медицинских эвакуациях, трансплантационных рейсах и аэрофотосъемке. На данный момент точная информация о количестве людей на борту и жертвах отсутствует. Власти пока не сообщили о погибших или пострадавших, но расследование причин катастрофы уже началось. Мощный лесной пожар, получивший название Дир-Крик, пятый день бушует в округе Сан-Хуан в штате Юта. Пожар начался 10 июля на частной территории в районе Лусал, небольшого населенного пункта между городами Моаб и Монтичелло, вблизи границы Юты и Колорадо. К вечеру пятницы огонь распространился до 1600 гектаров, а к утру 12 июля достиг более 2900 гектаров, демонстрируя непредсказуемое поведение из-за сильного ветра. К вечеру субботы площадь пожара выросла до более чем 3600 гектаров, и он продолжает распространяться в лесные массивы Монти-Лусал. По данным Утр-Файр-Инфо, огонь уничтожил 5 жилых домов, 5 хозяйственных построек, включая объект лесной службы США, и повредил местную энергетическую инфраструктуру. Около 140 строений, включая 80 жилых домов, находятся под угрозой. Около 250 жителей были эвакуированы, им рекомендовано укрыться в общественном центре Лусал на шоссе 46. Шоссе 46 и Олд-Ля-Сал-Род закрыты для движения, чтобы обеспечить безопасность и доступ пожарных служб. Сухие и ветреные условия, с порывами ветра до 20 метров в секунду, способствовали быстрому распространению огня и образованию огненных торнадо, редкого и опасного явления, вызванного интенсивным теплом и восходящими воздушными потоками. Видео, опубликованное в социальных сетях, запечатлело один из таких огненных вихрей, который потряс очевидцев своей разрушительной силой. Пожарные бригады сосредоточились на защите строений на южной и западной сторонах пожара, а также на создании сдерживающих линий вдоль хребта над шоссе 46. В субботу к тушению присоединились дополнительные силы, однако из-за хаотичного поведения огня и угрозы для безопасности пожарные были вынуждены временно отступить в безопасные зоны. В воскресенье частный самолет ТР-301, известный как «Кукурузник», совершил 2 пролета на сверхнизкой высоте над пляжем в районе поселка Коккарево Всеволожского района Ленинградской области на берегу Ладожского озера. Неожиданное авиашоу вызвало смешанные реакции среди отдыхающих, от восторга до испуга. Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку по факту нарушения правил полетов, ссылаясь на потенциальную угрозу безопасности отдыхающих и объектов инфраструктуры. Аварийная машина в Новосибирске провалилась в яму, которую размыла вода из лопнувшей трубы. Ирония судьбы в том, что инцидент произошел со спецавтомобилем Горводоканала, который спешил на устранение прорыва водопровода. Все случилось на улице Красный Факел, где вода из системы вышла наружу и стала заливать улицы. Сначала машина немного держалась на краю ямы, но потом кабина полностью ушла под воду. Никто не пострадал, все успели выскочить из машины. В воскресенье, 13 июля, на побережье города Савона в итальянской области Лигурия обрушился мощный водяной смерч. Водяной смерч вышел на берег Савоны, вызвав хаос на набережной и в портовой зоне. По данным местных жителей, воронкообразный вихрь сопровождался молниями, градом и порывами ветра, достигавшими скорости до 100 км в час. По предварительным данным, смерч повредил несколько прибрежных кафе, перевернул лодки в порту и сорвал навесы на пляжах. Точные данные о пострадавших пока не подтверждены,
но местные власти сообщают, что жертв удалось избежать. В воскресенье деревня Марварит в Шахристане-Дараб в иранской провинции Фарс оказалась под водой из-за сильного наводнения. Наводнение началось во второй половине дня после проливных дождей, которые затопили деревню Марварит, расположенную в юго-восточной части провинции Фарс. По словам очевидцев, вода хлынула стремительно, смывая все на своем пути, включая автомобили и мелкие постройки. Точные данные о жертвах и пострадавших пока не подтверждены, но СМИ сообщают, что наводнение причинило значительный ущерб домам и сельскохозяйственным угодьям. В субботу мощный оползень объемом 3200 кубических метров обрушился в муниципалитете Китами в колумбийском департаменте Кундинамарка. Оползень произошел после 18 часов непрерывных ливней, вызванных экстремальными погодными условиями в регионе. Масса грунта и камней, обрушившаяся в районе Эль-Альгадональ, перекрыла русло реки Контадор, создав потенциально опасное скопление воды. Дорога, связывающая Китами с Пойнти-Китами, была полностью разрушена. Жилой район Эль-Адокин, расположенный в верхней части склона, оказался в зоне высокого риска из-за близости к вершине оползневого движения. Местные жители сообщают о трещинах в домах. Сейчас спасательные службы работают над расчисткой завалов и восстановлением доступа к муниципалитету. Мэр Китами обратилась с срочной просьбой о помощи к региональным и национальным властям. В выходные долина Вальдизарби, в провинции Навара на севере Испании, включая муниципалитет Энерица, пострадала от сильного града, вызванного мощной штормовой системой. Штормовая система Дана, пришедшая с Атлантики, принесла в Навару проливные дожди, сильный ветер и крупный град в ночь с 12 на 13 июля. В Энерице, расположенной в живописной долине Вальдизарби, известной своими виноградниками и оливковыми рощами, град размером до 3-4 см в диаметре обрушился на поля, дома и дороги. Местные жители сообщают о поврежденных крышах, разбитых стеклах автомобилей и уничтоженных посевах, особенно виноградников, которые являются ключевой частью экономики региона. Местные власти Энерица-Риццы и регионального правительства Навары начали оценку ущерба и координацию восстановительных работ. Экстренные службы работают над расчисткой дорог и оказанием помощи пострадавшим хозяйствам. В ночь с 10 на 11 июля в районе Ираконти, муниципалитета Синуапа, департамента Акатепеки, на западе Гондураса, произошел мощный оползень. Оползень произошел около 22 часов в районе опасной излучины, известной как Вуэльта-дель-Ираконти, из-за разрыва геологической трещины, проходящей через этот сектор. Масштабное обрушение грунта и камней уничтожило оба направления шоссе Си-4, создав огромный провал. По данным местных властей, инцидент был спровоцирован сильными дождями, ослабившими структуру грунта в последние дни. Шоссе Си-4 — это жизненно важная транспортная артерия, связывающая Гондурас с приграничными пунктами Гватемалы и Сальвадора. В пятницу власти временно открыли движение по одной полосе, однако во второй половине дня новый обвал заставил вновь закрыть трассу. Власти рекомендовали транспортным компаниям использовать альтернативные маршруты через приграничные пункты Эль-Флорида и Эль-Аматильи, а также призвали водителей избегать зоны Ираконти из-за риска новых обвалов.